Итак, приветствую всех, дорогие друзья. Меня зовут Антон, вы на канале Блок Трейдера. И сегодня хотел бы поработать на криптовалютном рынке с инструментом биткоин. Хочу найти точки для входа и выхода из рынка. Ну а ты пока поставь лайк и не забудь подписаться. Итак, давайте разберем актив сегодня в первую очередь с наибольшего таймфрейма и перейдем к наименьшему. И также найдем точки для входа и выхода из рынка на фьючерсных контрактах. Поэтому обязательно поставьте лайк, не забывайте это делать, так как это мотивирует выкладывать ролики на YouTube и записывать различные инструменты. Итак, в первую очередь давайте разберем дневной таймфрейм биткоина на спотовом кошельке, спотовом графике. И далее переключимся, как я сказал ранее, на младшие таймфреймы. Итак, у нас актив все-таки смог закрепиться над текущим уровнем поддержки 27280. Если помните, данный уровень формировался еще в середине марта, да, в 20-х числах. И, как видите, данный уровень достаточно хорошо себя отработал. То есть это послужило позитивной ноткой и сохранение актива в текущей области ценового диапазона. То есть я рассчитываю сейчас, что актив еще немножко покорректируется и далее пойдет обновлять свои локальные максимумы. Также у нас еще до сих пор не отработали уровни сопротивления, такие как 33300, 35 и 38 ровно. То есть эти уровни также по-прежнему остаются целевыми уровнями сопротивления, но о каждом по отдельности мы поговорим индивидуально в каждом ролике. То есть сейчас первым уровнем сопротивления остается у нас 33300, который нам интересен. Итак, давайте перейдем на более младший таймфрейм для понимания, где происходили покупки и где идет разгрузка на рынке. То есть сейчас после вот этого мощного коррекционного движения, да, и выноса всевозможных стоп-лоссов на закредитованных позициях, то есть фьючерсы там и так далее. То есть сейчас рынок разгрузился. И что важным хочу выделить, то что после последнего сильного импульсного движения рынок уже закредитовался. То есть всего нам немного стоило набрать в цене, да, то есть и актив сразу же загрузился на фьючерсах. То есть, следовательно, выгодно было бы разгрузить фьючерсные контракты, да. Снова же люди, используя классический теханализ, начнут переобуваться в шорт-позиции и открывать шорты. Следовательно, данные шорты послужат нам дополнительным топливом, которое отправит актив на вышестоящие уровни отметки. На самом деле нам стоит всего лишь пробить отметку 29200, сформировать нам новое колено, закрепиться над ней, и просто мы можем спокойно отправляться на вышестоящие уровни сопротивления, такие как 33 и все, что находится выше. Но достаточно нам дойти до отметки 33, чтобы извлечь из этого выгоду. Выгоду я буду извлекать тремя способами. Первый способ — это то, что у меня куплен биток еще на отметках в 16 тысяч. Второй способ, то есть сейчас я докупать ничего не буду, разумеется, то есть это у меня пассивный доход, так скажем. Второй способ извлечения выгоды — это покупка актива на фьючерсных контрактах. И третий способ извлечения выгоды — это покупка колл-опциона с определенным страйком и с конкретной датой экспирации. Если хотите разобраться в теме опционов, пишите мне в личные сообщения кодовое слово опционы, я вам скину условия вступления в нашу команду. Вчерашнюю сделку вообще круто закрыли, спокойно, без напряга, поэтому думаю, сейчас после разгрузки рынка будет торговля более такая спокойная. Итак, давайте разберем сам фьючерсный контракт, посмотрим, где выгоднее поставить точки входа и выхода из рынка. Итак, как я сказал ранее, что у нас после мощной разгрузки сформировался новый уровень поддержки там в области 27200. И на фьючерсных контрактах у нас сформировалось достаточно много поддержки в области 28 и 28200. Конкретный уровень сформировался на 28200. Но что важным хочу выделить, то что у нас не было формации сбора стопов как раз таки под текущей отметкой. А следовательно, если начнется коррекционное движение к текущей области, то возможно у нас подснесутся стоп-лоссы, и только потом актив начнет
обновлять свои локальные максимумы. А следовательно, можно воспользоваться отметкой 28 тысяч плюс-минус для входа в рынок на покупку. Стоп-лосс выгоднее, конечно же, ставить за отметку 27 400, то есть в район 27 тысяч. И take profit, конечно же, я буду ставить с расчетом того, что мы будем обновлять свои локальные максимумы. Take profit ставлю на отметку 33 тысячи ровно. Итак, давайте отмечу точки для входа и выхода из рынка. Ну а вы, если еще не поставили до сих пор палец вверх, обязательно это сделайте. Итак, точка входа в рынок у меня будет отметка 28 100. Стоп-лосс у меня будет на отметку 27 тысяч ровно. И take profit ставлю на отметку 33 тысячи. Напоминаю, что я буду работать не только на фьючах, а еще и на опционах. Поэтому обязательно пишите мне в личные сообщения, если хотите попасть в нашу команду. А сопровождать данную сделку я буду в своем телеграм-канале. Ссылочка будет внизу в описании под этим видео. Всем профита!